Всем здравствуйте! Вы на моем рукодельном канале, где всегда можно найти интересные идеи для творчества. С вами Любовь. Ко мне в переделку попал вот такой комбинезон, и я решила сшить из него стеганую телогрейку на осень. Давайте посмотрим, что получилось. В магазине лен дорогой, поэтому я всегда присматриваюсь к вещам, которые можно переделать. Здесь лен сжатый, приятного мятного цвета. Чтобы получился именно осенний вариант, я решила добавить подкладку в теплых осенних тонах с мелким цветочным принтом. Так душегрейка будет и уютной, и нарядной. Ткани для пошива брючных изделий идет меньше, чем для плечевых. И чтобы получить как можно больше ткани для переделки, буду распускать все швы. Получилось 4 больших куска. Небольшие детали из верхней части комбинезона. И даже завязки не поленилась распороть. Мне все пригодится. Для выкройки можно взять рубашку подходящего размера или снять мерки со своей любимой кофты. Рубашку разрежу по швам и буду использовать в качестве выкройки. Размер взяла чуть больше, чтобы была возможность одеть под низ что-то теплое. С выкройкой определилась. Если рубашка подходит по цвету, ее можно использовать в качестве подкладки. По выкройке определила размер заготовок для полочек, добавила припуски на стежку и собрала многослойную заготовку. Утеплять телогрейку буду с лимтексом. У меня плотность 100 грамм на метр. Он не дает большой объем, но хорошо держит тепло. По центру провела контрольную линию, с нее и начну стягать заготовку. Стежка будет самая простая, прямые линии с расстоянием 2 см. Поэтому разметку делать не стала, а просто установила линейку. На канале у одной девочки, которая занимается пошивом лоскутных одеял, увидела интересный способ стежки. Если правильно помню, называется он «два пальца». Я попробовала, и мне понравилось, может, кому-то пригодится. Смысл заключается в том, что фиксируем между двумя пальцами часть заготовки. Прокладываем строчку, передвигаем пальцы и продолжаем. Так слои не сдвигаются относительно друг друга. Главное не тянуть сильно ткань второй рукой, чтобы стежки были равномерными. Для рукавов цельное полотно вырезать не удалось. Чтобы соединение не сильно бросалось в глаза, добавлю немного геометрии в стежку. Сначала все слои соединю косыми стежками, чтобы при стежке ничего не сдвинулось. Простегала все заготовки и теперь буду кроить детали. Начну с полочки. Планку для застежки сделаю пошире. Увеличу вырез горловины. Глубину сделаю 8 см. Плечо подниму на 1,5 см, а пройму сделаю глубже на пару сантиметров. Классическая глубина проймы для моего размера 22 см. Я увеличила до 25 см, чтобы рукам добавить свободу движения. По разметке проложила строчку мелким зигзагом. Соединила слои и закрепила срезы на ткани, чтобы не осыпались. Боковой шов подняла на 3 см. Вырезаю как можно ближе к строчке. Вторую деталь полочки крою в зеркальном отражении. Теперь рукав. За счет того, что я удлинила пройму, рукав с каждой стороны нужно тоже увеличить на 3 см. Откладываю нужную длину рукава. Нахожу центр и от него откладываю ширину. Полученные точки соединю с проймой. По разметке проложила строчку зигзаг. Наметила перед рукава. Вырежу деталь. Вторую крою в зеркальном отражении. Большие куски ткани я использовала, остались небольшого размера, и добавила обрезки от деталей полочек и рукавов. Когда не хватает ткани, на помощь приходит лоскутное шитье. Подобрала ткани подходящих цветов. Буду собирать лоскутное полотно для спинки. Решила добавить вышивку. Ткань проклеила флизелином. На бумаге нарисовала схему вышивки. Перенесла ее на ткань и вышивку сделала на машине. Начну собирать полотно от этой заготовки. Сборка полотна заняла какое-то время. Сначала собирала отдельные фрагменты и теперь соединю их вместе. Готовое полотно простегала и выкроила деталь спинки.
Подкладку на спинке сделала комбинированную. Чтобы при стежке ничего не сдвинулось, по швам соединила ее наметкой с утеплителем и потом уже стягала все 3 слоя вместе. Спинку сделаю слегка приталенной. От верхнего края отложила 40 сантиметров. Это линия талии. Рассчитывается она как 1/4 роста. На ней с каждой стороны убрала по 2 сантиметра. Добавлю декор. Вшила петельку для вешалки. Декор закрепила просто по краю. Шов совместила с орнаментом на лицевой стороне. На полочке будет прорезной карман с листочкой. Разметила прямоугольник, равный размеру готовой листочки. Подготовила 2 заготовки такого же размера плюс припуски на швы. И добавила 2 мешковины для кармана. Планку соединила с одной частью мешковины на ширину припуска. Поставлю наметки по краям рамки. Сдвигаю на ширину припусков и соединю строчкой. Строчку проложила точно от наметки до наметки. По краям поставила закрепки. Теперь нужно разрезать по центру, сделав по краям треугольники. Начну распарывателем и затем продолжу ножницами. Треугольники не дорезаю до закрепок на 1 мм. Выверну мешковину наизнанку. Выправляю треугольники. Сверху листочка. Накрываю мешковиной. Зафиксирую листочку булавками. На треугольниках поставлю закрепку, которая соединит все слои. Поставила закрепки на всю длину треугольников. Уберу мешковину в сторону, оставив только припуски. По нижнему краю проложу строчку. Верну мешковину на место и закреплю строчкой боковые стороны и верх входа в карман. После этого соединю обе мешковины строчкой. Закрепила рамку строчкой со всех сторон, после чего сделала влажно-тепловую обработку кармана. Мешковине кармана придала округлую форму. Срезы обработала. Карман готов. Планку для застежки с обратной стороны обработаю другой тканью. Это будет больше для декора. Строчку прокладываю с лицевой стороны. Совмещаю шов стачивания со швом стежки. Так будет выглядеть аккуратнее, никаких лишних строчек. Отгибаю и закреплю наметкой с основной деталью. Все детали подготовила, можно приступать к сборке телогрейки. Для начала соединю плечевые швы. Детали сколола булавками. Сверху полоска ткани шириной 2 см. Ее сместила от края на 2 мм. Проложила строчку на ширину лапки. Полоску отгибаю и прокладываю еще одну строчку на расстоянии 2-3 мм от предыдущей. Получился крепкий плоский шов. Лишний припуск срежу у самой строчки. Обтачку отогну в сторону спинки. Огибаю срез и закреплю. За счет того, что шов получается плоский, машина с обработкой справляется легко. Выглядит такая обработка аккуратно как с изнаночной стороны, так и с лицевой. Моя телогрейка будет с воротником. Немного поработаю с вырезом. От плеча вниз откладываю 7 см. От края выреза тоже 7 см. Соединю полученные точки. Сделаю плавный переход от линии к вырезу. Продублирую на вторую сторону. По разметке проложила строчку зигзаг. Все лишнее срежу. Благодаря такой конструкции воротник будет прилегать к телу. Замерю длину среза и по ней построю выкройку воротника. Откладываю половины длины и делю ее пополам. Одну сторону поднимаю на 2 см. Соединяю плавной линией. Откладываю высоту воротника и соединяю все точки. Понадобится таких 4 заготовки. Основной ткани у меня дефицит. Ее не хватило, и я собирала из кусочков.
Между готовыми деталями вставила слимтекс и закрепила параллельными строчками. Припуски оставила без утеплителя. Воротник пришила просто по краю среза. Сверху добавила обтачку. Шов сделала плоским. Обогну срезы и закреплю с внутренней стороны. Воротник вшит, срезы все обработаны. Смотрится аккуратно. Края у воротника скруглю. Придала нужную форму одному краю. Складываю со вторым и обвожу по контуру. Лишнее срезаю. Из подкладочной ткани вырезала косую бейку шириной 3,5 см. Ей обработаю срезы. Обтачку пришила с изнаночной стороны. На скругленных участках слегка натягивала. На прямых углах заложила уголки под 90 градусов. Обогну срезы и закреплю обтачку с лицевой стороны. На скруглениях обтачка легла хорошо. Уголки получились четкие и аккуратные. С обратной стороны шов прошел у самой обтачки. Также обработала и нижний срез на спинке. Петли решила сделать сразу. Точно такие же я делала на стеганой жилетке. Для тех, кто не видел, повторю. На мой взгляд, они идеально подходят к стеганым изделиям такого стиля. Впервые я их увидела у Веры Борисюк. Делать их несложно. Покажу на образце, так будет удобнее. Для обработки понадобится полоска ткани, скроенная по долевой. Края заутюживаю навстречу друг другу и для удобства закреплю паутинкой. Ширина полоски в готовом виде должна быть шире пуговицы с каждой стороны на 2 мм. Размечаю начало петли и центр. Провожу линию. Для моего размера пуговицы достаточно полоски длиной 5 см. С обратной стороны делаю разметку. Определю центр и в стороны откладываю по 5 мм. Это будет высота обработки петли. Совмещу начало петли и центры. По разметке проложу строчку. Поставила закрепку, проложила строчку и опять закрепка. Разрежу петлю по центральной наметке. По краям разрез доходит строго до закрепок. Выверну края обтачки на изнаночную сторону. Проверю, чтобы с лицевой стороны обтачка выглядела одинаково. Срезаю лишнюю длину, если она есть, и подворачиваю обтачку до шва притачивания. Закрепила обтачку строчкой. Сначала закрепила одну сторону, перешла на вторую, закрепила эту сторону и замкнула по контуру. В конце тоже закрепка. Чем ближе проходит строчка к обтачке, тем аккуратнее смотрится петля. Если подобрать нитки в тон ткани, то строчка, проложенная чуть дальше, тоже будет смотреться замечательно. Петли получаются крепкие и удобные. Пуговицы у меня небольшие, имитация под дерево. На мой взгляд, хорошо подошли к этому стилю изделия. Пришивала я их вручную. Все узелки спрятала, чтобы не портили картину. Дальше рукава. Не забываем совместить переднюю часть с полочкой. Окат рукава – это сложный узел сборки, поэтому решила отказаться от булавок и соединила наметкой. Прямая полоска здесь не подойдет, обрабатывать срезы только косой бейкой. Сделала плоский шов. Припуски заложила в сторону основной детали и закрепила обтачку на машине. Шов с лицевой стороны меня не смущает, по линии горловины есть такой же. Выравниваю детали и соединю боковые срезы. Обтачку пришила со стороны спинки. Край обтачки заложила внутрь. Шов сделала плоский. Обогну его бейкой и закреплю на полочке. Сначала обрабатываю небольшой участок. Боковые срезы сделала разной длины, и чтобы обработка выглядела красиво, провожу ее в 2 этапа. Припуск отогну на сторону полочки и закреплю строчкой. До проймы обтачку закрепила на машине. По рукаву продолжила вручную потайным швом.
На боковых швах решила сделать акцент и добавила кнопки. Осталось обработать края рукавов. Вот такая телогрейка у меня получилась из льняного комбинезона. И честно скажу, результатом я довольна. В отделку добавила мелочи, которые делают телогрейку более современным вариантом. Удобные глубокие карманы. Люблю, когда есть куда руки спрятать. Подкладка – особая гордость. Теплые осенние тона. А мелкий цветочный рисунок сразу поднимает настроение. Из-за нехватки ткани пришлось повозиться, но результат того стоит. Примерила и сразу почувствовала, какая она удобная. Сидит свободно, движение не сковывает, легкая и в то же время теплая, как раз на осень. Длина универсальная, можно и с джинсами носить, и с юбкой будет смотреться тоже неплохо. Это моя осенняя обновка, которую я точно буду носить. Пишите в комментариях, как вам моя переделка. Теперь у вас есть возможность показывать свои работы в моем телеграм-канале, а я на этом с вами прощаюсь. До новых рукодельных встреч!